Сегодня мы поговорим с вами о таком заболевании, как гардеолум, или, как его чаще называют, ячмень. Внешняя безобидность данной патологии обманчива. Ее возникновение указывает на снижение защитных свойств иммунной системы и требует тщательного лечения для профилактики рецидивов и возможных осложнений. Здравствуйте, мои хорошие! Ячмень глаза – довольно распространенное заболевание. Согласно данным медицинской статистики, 8 из 10 человек в полной мере испытали на себе его проявление. Данная патология может возникнуть в любом возрасте, однако женщины подвержены ей чаще, что связано с ежедневным использованием косметических средств. Для окружающих гардеолум не представляет опасности, так как не способен передаваться от человека к человеку. Но ни в коем случае не стоит недооценивать ячмень. Это не временный косметический недостаток, а острое инфекционное заболевание, которое при несвоевременном лечении способно вызвать целый ряд грозных осложнений. Ячмень развивается в результате проникновения микроорганизмов в волосяную луковицу ресницы или сальную железу. Как правило, инфекция в большинстве случаев заносится в глаз грязными руками, либо при применении некачественной косметики и пользовании грязными спонжиками для снятия макияжа и кисточками для век. Среди микроорганизмов, вызывающих гнойный процесс, преобладает золотистый стафилококк, реже стрептококк пневмония, гемофильная палочка и синегнойная палочка. В зависимости от локализации внешних признаков различают внешний ячмень, болезненное образование на линии роста ресниц, которое быстро нагнаивается, и внутренний ячмень локализуется внутри века, доставляет неудобства выраженными болевыми ощущениями и чувством постороннего предмета в глазу. Обнаруживается при визуальном врачебном осмотре. Нагноение века дает о себе знать зудом, ощущением тяжести, отечностью и воспалением по линии роста ресниц. Вовлеченный в процесс участок становится болезненным, температура кожи век повышается. Линия отека имеет четкие границы, на конъюнктиве заметны признаки гиперемии, покраснения и воспалительного процесса. В течение 2-3 суток с момента развития ячменя на его поверхности образуется гнойная головка, содержимое которой составляют погибшие клетки волосяной луковицы. В этот период отмечается сужение глазной щели, и нередко глаз трудно даже открыть. Как правило, гнойник скрывается самостоятельно, после чего состояние больного улучшается. Постепенно стихает воспаление и отек века, уменьшается боль. Если течение тяжелое и в процесс вовлечены несколько волосяных фолликулов, формируется абсцесс, который может распространиться на окружающие ткани. При внутреннем ячмене патология локализуется в области под веком, в так называемой сальной железе, что делает заболевание практически незаметным. О воспалительном процессе говорят характерные симптомы ячменя – уплотнение и болезненность пораженного века. Больной ощущает дискомфорт и боль при повороте глазного яблока, моргании и надавливании на веко снаружи. Через 2-3 дня сквозь слизистую начинает просвечивать гной. Вскрытие внутреннего ячменя тоже происходит самопроизвольно, но с внутренней стороны, со стороны конъюнктивы. Опасность такого заболевания в развитии холезиона, воспаления хряща вокруг железы, которая существенно затягивает процесс излечения. В тяжелых случаях при ячмене, локализованном внутри сальной железы, наблюдаются признаки общей интоксикации – головная и мышечная боль, лихорадка, увеличение лимфатических узлов. Самолечение в данном случае категорически противопоказано, и пациенту стоит немедленно обратиться за медицинской помощью. При сильном иммунитете заболевание может пройти самостоятельно, без специального лечения. Тем не менее, крайне желательно при возникновении первых симптомов гардеолума обратиться за консультацией к врачу-офтальмологу, так как существует довольно высокий риск усугубления инфекционного процесса и дальнейшего развития таких заболеваний, как конъюнктивит, инфекционное поражение слизистой оболочки глаза, вызывающее отечность, гиперемию и некоторое ухудшение зрения, холезион, образование кистозного характера на внутренней части века, флегмона глазницы, вызвана обильным нагноением из-за попытки самостоятельно вскрыть ячмень или множественного образования очагов нагноения с их последующим слиянием.
Тромбоз сплетения сосудов, нарушение оттока жидкости из глазницы, что становится причиной отечности. Глазное яблоко выпячивается, кожа синеет, веки воспаляются, а зрение резко ухудшается. Тромбофлебит – воспалительный процесс в кровеносных сосудах. Характеризуется головной болью, чувством усталости, снижением остроты зрения, покраснением слизистой глаза. Менингит – воспаление оболочек головного мозга, последствия флегмона глаза. Сепсис – заражение крови из-за попадания в него гноя и патогенных микроорганизмов. Признаки осложнения – интоксикация организма, озноб, учащенное сердцебиение, появление сыпи, нарушение дыхания. Частые рецидивы ячменя свидетельствуют о снижении иммунитета или наличии заболеваний, которые приводят к его снижению. Анемии, туберкулез, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, хроническая интоксикация, глистные инвазии, болезни обмена, СПИД. По этой причине необходима консультация таких врачей, как дерматолог, аллерголог-иммунолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. Возможно, понадобится сдать тест на толерантность к глюкозе и уровень глюкозы в капиллярной крови. Выявить природу заболевания поможет исследование кала на яйцепаразитов и изучение ресниц под микроскопом на выявление клеща демодекса. Для определения бактеремии необходимо сдать анализ крови на стерильность, а для выявления конкретного патогенного возбудителя – бактериологическое исследование секрета с конъюнктивы. Что будет, если выдавить ячмень? Этого ни в коем случае нельзя делать. Если выдавить ячмень, травмируются ткани века, а гной распространяется глубже, что станет причиной развития флегмона глазницы. Если гной попадет в венозную сеть, развивается тромбоз кавернозного синуса, а распространение инфекции по кровеносной системе заканчивается менингитом и сепсисом. Самостоятельное лечение ячменя медикаментами в домашних условиях не рекомендовано, а народные рецепты при данном заболевании часто несут в себе угрозу зрения. Советы о том, как лечить ячмень, могут стать причиной разрыва гнойной капсулы и инфицирования слизистой глаза с самыми серьезными последствиями. Курс, назначенный специалистом, будет в разы эффективнее и безопаснее. Лечебная тактика зависит от стадии заболевания и тяжести процесса. В любом случае, обязательным условием является местное применение препаратов, содержащих сульфаниламиды и антибиотики. В случае повышения температуры и множественных ячменей принимаются антибиотики внутрь. В условиях поликлиники выполняются УВЧ и тубус-кварц, процедуры, ускоряющие разрешение гардеолума. Лечение ячменя следует проводить под наблюдением и на основе рекомендаций специалиста. Если развивается осложнение, он немедленно скорректирует курс и примет меры по недопущению дальнейшего воспаления. Предотвратить появление ячменя поможет выполнение следующих рекомендаций. Не прикасаться к глазам руками. Помните, что на них большое количество бактерий, которые могут вызвать воспаление луковицы ресницы. Для протирания глаз нужно использовать бумажные салфетки или носовой платок. При ношении контактных линз нужно строго выполнять правила гигиены, своевременно очищать линзы и ежедневно снимать на ночь. Наносить и снимать косметику на веки и ресницы чистыми кистями, щеточками и губками. Удалять макияж перед сном. Сбалансированное питание, периодический прием витаминно-минеральных комплексов. Не перегружать орган зрения, делать перерывы при длительном чтении и работе за компьютером. Увлажнять конъюнктиву специальными каплями. Искусственная слеза, виаль-слеза, аксиал, слезин и так далее. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!